Сделай свое хобби работой, и ты никогда больше не будешь работать. Наверное, многие художники слышали эту фразу. И если честно, я тоже раньше в нее верила. Мне казалось, что это идеальная жизнь. Ты занимаешься тем, что любишь, рисуешь каждый день, становишься лучше, и ты еще за это получаешь деньги. Разве это не то, о чем мечтает любой творческий человек? Но со временем я поняла, что все не так просто. Когда рисование становится твоей работой, ты постепенно начинаешь думать не только о самом рисунке, а о заказах, сроках, о том, что понравится ли результат другим людям. Ты начинаешь рисовать только то, что хотят увидеть другие люди. Подстраиваешься под клиентов, тренды и ожидания аудитории. И в какой-то момент можно остановиться и спросить себя: а я все еще рисую, потому что мне это нравится? Или просто потому, что я пытаюсь сделать то, что от меня ждут другие люди? Потому что когда-то ты начал рисовать не ради денег, лайков или чужого мнения. Ты начал рисовать, потому что тебе хотелось создавать что-то свое. Придумывать персонажей, историй, пробовать новое и просто получать удовольствие от процесса. И мне кажется, очень важно не потерять этого человека внутри себя. Привет, меня зовут Марилас. Я рисую и делюсь своими мыслями о творчестве. И если вам интересны такие темы, буду рада вашей поддержке. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свое мнение в комментариях. А теперь давайте разберемся, почему рисование как работа и рисование для себя — это не одно и то же. И я хочу сказать, что я все еще считаю превращение рисования в работу отличной идеей. Это возможность заработать на том, что ты любишь. И это правда очень круто. Я сама к этому пришла. Но вместе с этим я потеряла кое-что важное. Рисование было моим единственным хобби. Тем, чем я занималась просто потому, что мне нравился сам процесс. И когда оно стало работой, все изменилось. Конечно, я начала искать другие способы отдыхать и расслабляться. Но все равно мне хотелось вернуться к тому самому ощущению, когда я могла просто открыть планшет и рисовать что-то свое. И не думать о том, понравится ли это кому-то. Не думать о том, можно ли это продать, и о том, сколько людей это увидит. Просто рисовать. Просто потому, что мне это хочется. И я начала думать, а можно ли снова вернуться к этому чувству? Можно ли заниматься рисованием как работой, но при этом не потерять любовь к нему? Я не стала принимать радикального решения отказываться от заработка на творчестве. Но мне очень хотелось вернуть эту часть рисования, которая была у меня раньше. Поэтому я начала пробовать другой подход. Не выбирать между одним и другим, а разделять эти два направления. Я начала специально выделять время в своем расписании, когда я могу заниматься своими личными проектами. Без цели сделать что-то полезное для работы, без мысли о том, насколько это будет успешным. Просто время, когда я смогу создавать то, что хочется именно мне. И честно, это оказалось намного сложнее, чем я ожидала. Очень часто я ловила себя на том, что хочется снова открыть список заказов или заняться чем-то более полезным. Было сложно разрешить себе рисовать что-то просто так, без конкретной цели. Но постепенно я начала возвращаться к своим проектам. Сначала это происходило очень редко. Может быть, один раз в месяц. Но даже этого мне хватало, чтобы понять одну вещь. Это работает. Когда у тебя снова появляется пространство для своих идей, постепенно возвращается то самое чувство, ради которого ты вообще когда-то начал рисовать. И я думаю, что самое важное — это не пытаться выбрать что-то одно. Не обязательно отказываться от работы, чтобы снова полюбить свое творчество. И не обязательно превращать каждый рисунок в способ заработать. Мне кажется, у художника могут существовать обе стороны. Одна помогает тебе развиваться как профессионалу, выполнять задачи и создавать что-то для других людей. А другая напоминает тебе, почему ты вообще начал рисовать. Потому что иногда нам нужен не идеальный рисунок, не успешный проект и не работа, которую все оценят. Иногда нам снова нужно почувствовать радость от процесса. И я все еще пытаюсь найти баланс, и у меня не всегда получается. Но сейчас я понимаю, рисование не должно быть обязанностью. Иногда нужно просто взять карандаш или открыть планшет и сделать что-то для себя. И если вы художники, мне интересно узнать ваше мнение. Удалось ли вам сохранить любовь к творчеству после того, как оно стало работой? Напишите об этом в комментариях. Я Марилас, и увидимся в следующих видео.